Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим основные события, ключевые новости, как это повлияет на рынке и что ждать на вечерней сессии в части движения по нефти, золоту, доллару, рублю, евро и другим активам. Так, друзья, ну вот переходя к календарю событий, экономических событий, на сегодня ничего такого существенного не предполагалось. По Китаю вышла информация об объеме выданных займов. Как видите, здесь просто растут, как на дрожжах, выданные займы. И, соответственно, китайская экономика, она все больше и больше уходит в кредитную бездну. Так, ну давайте посмотрим, что сегодня в Соединенных Штатах происходит. То, что касается волнующей всех проблемы Донбасса, там вроде бы достигнуты какие-то промежуточные договоренности или, по крайней мере, надежда о проведении переговоров, встречи, и поэтому пока этот вопрос, который висит на волоске, он немножко отпустил. Итак, то, что касается Соединенных Штатов. Ну, во-первых, бьют тревогу по поводу роста стоимости материалов, полуфабрикатов и сырья. Мощнейший рост со времен 1974 года. И поэтому текущее состояние с инфляцией, оно может быть неблагоприятным. На этой неделе выходят данные об индексе потребительских цен, и вот эти данные, они могут внести определенную корректировку в движениях на рынке. С одной стороны, бытует вполне обоснованное мнение, что рост инфляции для Америки, он благоприятен. И ФРС, и власти США прикладывают массу усилий для того, чтобы сделать инфляцию чуть-чуть больше 2%. Но есть два материала. Есть две проблемы. Первая проблема, она заключается вот в этом факторе, что накачка деньгами привела к росту стоимости затрат, а рост стоимости затрат – это просто раздувание пузыря. Пузыря, который не способствует экономическому росту. И пока только разговоры об этом эффекте, но я думаю, что где-то к 1 июля или может быть к 1 сентября мы увидим, что эту тему ее начнут очень активно обсуждать и даже что-то пытаться с нею сделать. Потому что вдруг, как обычно, окажется, что инфляция какая-то не такая. Так, друзья, но на этой неделе еще начинается сезон отчетности у американских банков, у американских компаний. Именно благодаря этому сезону принята поговорка «Sell in May and go away», потому что в мае заканчивается отчетность, и, соответственно, после того, как отчитались, прибыль собрали, пенки собрали, можно все распродать и спокойно уходить отдыхать. Но это, по крайней мере, статистическое наблюдение. Но что касается американских рынков, сейчас идет консолидация на достигнутых хаях. Ну и, наверное, либо какой-то отчет выйдет не такой по крупной компании на этой или следующей неделе, или вообще сезон отчетности закончится, и тут самое время реализовать классику Sell in May and go away. Я думаю, такой сценарий сейчас будет очень показательный, но даже если не случится обвал, то будет какой-то очень изрядный корректирующий откат. Ну, как бы для обвала пока оснований нет, потому что все растет, инфляцию накачивают, вроде бы все восстанавливается, хотя, судя по росту в мире новых случаев ковида, не сказать, что все восстанавливается, но тем не менее, Джером Пауэлл выступил, заявил, что есть надежда на то, что будет восстановление вполне как бы с прогнозируемыми темпами, и, соответственно, на фоне этого вновь на рынке пришло дыхание оптимизма. Так, ну вот Microsoft поглощает какую-то компанию, которая занимается технологиями, связанными с голосом. Но мне кажется, Microsoft это особо не даст преференций, потому что ключевую схватку с Google они все-таки проиграли. Но что касается возможных движений в акции Microsoft, мы сегодня, сейчас чуть-чуть попозже, посмотрим, что там намечается. Далее, Coinbase, 100 миллиардов капитализация. Круто. Ну, здесь говорят о криптобезумии, но на самом деле, с учетом текущей конъюнктуры, когда идут такие потоки фиатных денег, деньги, все понимают, будут обесцениваться. И, соответственно, те активы, которые, ну скажем так, они являются наиболее перспективными, они накачиваются, начинают расти. Собственно говоря, мы это видели на фанмаге, и мы это видим на криптовалютах.
потому что криптовалюты – это, в общем-то, средства накопления и платежей в будущем. Вопрос только, какие будут криптовалюты, но то, что это будут криптовалюты, я думаю, это наиболее вероятно. Так, ну вот Англия выходит из локдауна. Интересный такой прогноз, что Нью-Йорк по факту завершения ковида станет еще богаче. Ну, наверное, действительно он станет еще богаче, исходя из того, что Нью-Йорк – это экономический центр США, и США будет лидером в конечном счете в восстановлении в постковидном мире. Я думаю, их будет два – это США и Германия. Ну, Китай, само собой, но Китай – это такая вещь очень специфическая. В плане комфортности проживания я бы его не рассматривал как вариант. Да, это большая страна с мощной экономикой, но у нее, с моей точки зрения, нету ключевой идеи, которую она может предложить всему миру, чтобы он следовал за ней. Разве только дешевые китайские товары? Но никто же не захочет ходить строем, как в Китае. Все хотят свобод, равенства и возможностей, то, что предлагает западный мир. Итак, Нью-Йорк станет еще богаче. Возможно, Нью-Йорк станет еще богаче. Но здесь новая экономика, она возьмет свое. Идет перераспределение экономики в плане ее плотности накопления. И, соответственно, экономические центры, они будут размываться. Здесь свою лепту внесет постоянный рост онлайна, онлайн-технологий, покупки, онлайн-работы и так далее. Соответственно, все это будет размывать так называемые старые экономические центры. Да, если, например, рассматривать штат Нью-Йорк и окружающие штаты, они, несомненно, останутся в выигрыше от всей этой ситуации. Но если рассматривать именно сам мегаполис, то я думаю, постковидная эпоха, она снизит роль и влияние самих мегаполисов. Так, друзья, ну давайте немножко мы перейдем к российской повестке. Россия денонсирует налоговые соглашения с Нидерландами. Но там на самом деле не только Нидерланды, там многие офшорные страны, офшорные юрисдикции, то есть таким образом пытаются вернуть в страну налоги. Так, друзья, ну вот еще такой момент, крупный бизнес эвакуирует валюту из России. Ну, это несомненно так, потому что ситуация с Донбассом, судя по сценарию, как это все развивается, она рано или поздно сработает негативно. Вопрос только, когда это произойдет. Ну, мне кажется, все-таки сейчас, наверное, должен быть какой-то передых. Должен быть какой-то передых, и обострение, весьма вероятно, оно произойдет либо летом, либо осенью. Так, ну и вот еще такой момент интересный. Великий тролль турецкий продал китайцам мост через Босфор. Ну, интересный, конечно, ход конем. Тут даже больше всего, какая реакция будет у западных стран и США по поводу данного события. Потому что, по сути, это получается достаточно ощутимое внедрение китайского влияния в Средиземноморский регион. Средиземноморский регион. Так, друзья, ну давайте теперь рассмотрим события, какие происходят на рынке. Как раз вчера, в воскресенье, я вот сидел, писал видео про российский рынок, рассмотрение его сквозь призму индексов. Меня вот что-то посетила какая-то мысль, что надо уделить внимание ММК. Ну и, соответственно, ММК сегодня лидер роста 4,5%. Весь вечер почему-то у меня перед глазами стоял ММК. Как там происходит, как делают сталь и так далее. Я вот даже начал думать, что, может быть, какие-то способности медиума во мне проснулись. Так, друзья, ну вот сегодня по ВИКСу у нас пошло движение наверх. Пошло движение наверх, и как бы в ближайшее время не появилась новая информация о том, что лопнул какой-то очередной хедж-фонд. Потому что, я так понимаю, это движение, которое было, оно не пробило уровень, который здесь уже возник. Но, собственно говоря, он был и ранее. Когда на 17 сходили, следующая цель это 15, потом 13. Здесь, если движение не развивается, оно постепенно затухает и начинается попытка разворота. Ну и таким образом ловят те, кто делают ставку на либо рост волатильности, либо снижение волатильности. Их таким образом собирают. Так, далее индекс доллара. Но индекс доллара сегодня нас не порадовал, ниже он не пошел. А наоборот, он перешел в режим накопления.
И еще пару деньков, или может быть даже завтра, если он не пробивает 91,9 и не уходит тестировать 91,7, то отсюда весьма разовьется отскок, и цель этого отскока будет возврат на 93, ну а потом и 94. Так, друзья, далее S&P, это SFD на фьючерс S&P. Ну да, сегодня все очень позитивно начиналось, но здесь, в общем-то, надо четко понимать, есть два фактора. Один фактор — это то, что он уже вырос куда просто невозможно, и с другой стороны сезон отчетности. Ну, здесь как бы просто по логике событий весьма вероятно, что он проторгуется в этом диапазоне какое-то время. Даже если будет коррекционный откат, скорее всего все равно выкупят и продержат до завершения сезона отчетности. Так, друзья, далее нефть Brent. Но смотрите, по нефти Brent идет очень интересное движение. Сейчас двойную вершину фактически мы показали, но цели, которые были вверху, их в полном объеме не отработали. Поэтому на текущий момент, сейчас, в ближайший час-два, если будет пробой 63,1, то весьма вероятно отсюда развивается импульс движения, цель которого будет опять обработать старую цель, которая 62,5. Соответственно, пробой 63,1 мы очень быстро сходим вот сюда, вот в этот диапазон. И если здесь не последует дальнейшего пробоя 62,4, 62,3, ее здесь откупят, и она отсюда будет прыгать как резиновый мячик назад на 64,2, и потом цель движения находится в районе 65-64,9. Если возникает продвижение сюда пробой 62,5, то мы получаем быстрое движение, цель которого будет тестирование 61,25. Я думаю, сейчас посмотрим, как здесь разрешится ситуация. Вполне возможно, что ее по законам жанра должны куда-нибудь сюда согнать, здесь выкупить и отправить наверх. В том случае, если в ближайшие 1-3 часа не пойдет здесь пробитие, то здесь у нас формируется накопление, и она уже пойдет сначала на 63,8 и потом пойдет на 64,9. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм, но здесь смотрите, у нас боковик возник. Боковик, кто-то разглядит вершину и плечи, голову и плечи. Вот. На самом деле, я думаю, здесь ситуация будет сейчас развиваться следующим образом. Если не идет движение наверх и не пробивается 1,1928 и 1,1930, а судя по всему этого движения сейчас не будет, у нас отсюда пойдет коррекционный откат, и цель этого отката сходить на 1,1870. Вот здесь далее, когда движение сюда состоится, либо будет пробой этого диапазона 1,1858, в этой ситуации евро откатится на 1,18. Если же пробоя не будет, что наиболее вероятно, здесь пойдет накопление и произойдет отсюда отскок, цель которого будет уже пробить 1,1928. Конечно, сейчас может развиться вот это движение наверх с целью потестить и пробить 1,1928, 1,1930. В этой ситуации пойдет импульс движения. Первая цель будет 1,1954. Но я думаю, сейчас более логично и более вероятно либо от текущего значения, либо от уровня 1,1928 отбиться и сходить вот сюда вот на 1,1874. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но смотрите, по дневочкам здесь у нас все нормально. Все нормально в том плане, что он либо удерживает этот уровень, либо даже идет коррекционный откат. Цель этого отката 76.82. Вот сюда вот. Если мы переходим на часовой таймфрейм, то по часовому таймфрейму у нас консолидация зажат в диапазоне 77.35, 77.75. Вот здесь вот. Ну и здесь помним, что чем дольше он находится выше этой волшебной линии, тем больше вероятность того, что он улетит. Но на 80 точно, тут и лететь-то нечего, а может и на 86 и даже на 95. На текущий момент, я думаю, у нас сейчас возможно будет движение на 77,63.
Вот. Но в любом случае закрытие, я думаю, будет наиболее вероятно в этом диапазоне. И возможно даже после этого цикла движения будет откат и соответственно закрытие в районе уровня 77.35. Если сейчас пойдет движение вниз, то есть не будет вот этого волшебного пробоя, то по факту пробоя 77.3 у нас возникнет укрепление рубля, цель движения по которому будет в район 77.05-77. Пока такой сценарий не видится маловероятным, если только будет коротенький задерг, и весьма вероятно, что закрытие будет сегодня выше 77.35, ну где-то, наверное, даже вот в текущих значениях 77.45, 77.35. Наиболее вероятна попытка задерга и откат, менее вероятно движение на 77.22 и возврат к этому значению. Но если смотреть дневки, там технически рисуется картина на разворот и на укрепление рубля. Но то, что он так долго находился выше 77.35, оно может помешать реализовать эту фигуру. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Сегодня достаточно позитивно он отторговался. Сегодня сработал уровень 138, который возник после того, как пробили 139,5. Это был следующий этап, следующая итерация. И как мы с вами видим, пробой этого уровня не привел ни к какому катастрофическому обвалу, а наоборот отсюда пошло движение, которое привело к отработке 142. Сейчас на текущий момент, если на вечерке не происходит пробитие 140, 400, 140, вот этого диапазончика, то у нас весьма вероятно закрытие сегодня будет в районе 142 тысячи, 142 100. Друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов и всего самого лучшего. Удачи!